Здравствуйте. Какая у вас красивая машина? Спасибо, это мой новый электромобиль. Правда? Я еще не ездила на электрической машине. Очень удобно. Машина почти не шумит. И правда? Мне нравится, когда тихо. Да, и нет запаха бензина совсем. А как вы заряжаете ее? На обычной розетке? Можно дома заряжать или на специальных станциях. А сколько времени нужно для зарядки? Дома примерно 8 часов, на станции быстрее. Удобно. А сколько километров можно проехать? Почти 300 километров на одной зарядке. Впечатляет. А если далеко ехать? Нужно планировать маршрут и знать, где зарядки. Это сложнее, чем с бензином. Иногда да, заправок бензиновых больше. А выгодно ли иметь электромобиль? Энергия дешевле бензина, а обслуживание проще. Правда? А масло менять не нужно? Нет, масла нет. Меньше деталей, меньше проблем. Очень интересно. А зимой машина хорошо работает. Зимой батарея быстрее разряжается, но в целом нормально. А аккумулятор дорогой? Да, аккумулятор дорогой, но его хватает на много лет. Вы довольны своим выбором? Да, мне очень нравится. Это шаг в будущее. Я тоже думаю купить электромобиль. Советую. Это удобно и экологично. Спасибо за рассказы, Дмитрий. Пожалуйста, Марина, если будут вопросы, обращайтесь. Обязательно. У вас очень красивая машина. Спасибо, буду рад прокатить как-нибудь. С удовольствием. Хорошего дня. И вам хорошего дня, Марина. Аня, давай поговорим о твоем дипломе. Папа, я знаю, ты хочешь поговорить об этом. Я очень старалась, но не смогла закончить университет. Я это понял, когда получил письмо из университета. Прости, что не сказала раньше. Мне было стыдно. Не нужно стыдиться, дочка. Главное, да быть честной. Я боялась, что ты будешь разочарован. Конечно, мне жаль, но я тебя люблю, несмотря ни на что. Спасибо, папа. Я боялась тебя огорчить. Почему ты не смогла окончить учебу? Мне было сложно с математикой и экзаменами. Я много учила, но не хватило баллов. Ты пробовала просить помощи у преподавателей? Да, я ходила на консультации, но все равно не вышло. Ты знаешь, учеба – это не самое главное в жизни. Правда? А ведь все думают, что без диплома нельзя жить. Это не так, дочка. Есть много путей в жизни. А что мне теперь делать, папа? Можно попробовать снова поступить или выбрать другую профессию. Я думала о курсах дизайна. Мне это интересно. Это хорошая идея. Ты ведь творческий человек. Спасибо, мне всегда нравилось рисовать. Есть отличные курсы в Петербурге и в Москве. Я смотрела онлайн-курсы, папа. Это удобно. Если нужна поддержка, скажи мне. Я помогу с оплатой. Спасибо тебе за это. Мне нужна твоя поддержка. Ты всегда можешь на меня рассчитывать, Аня. Мне стало легче после нашего разговора. Ты умница. Главное – не сдаваться. Я буду стараться. Может быть, когда-нибудь получу диплом. Я в тебя верю. Все получится, если по-настоящему захотеть. Спасибо, папа. Я тебя очень люблю. И я тебя люблю, дочка. Все будет хорошо. Добрый вечер, Иван. Добрый вечер, Ольга. Как у тебя дела?
Сегодня как-то грустно на душе. Что случилось? Ты хочешь поговорить? Да, спасибо. Иногда мне тяжело вспоминать детство. Понимаю. Тебе было трудно, когда ты была маленькой? Да. Мои родители часто ссорились. Дом был шумным и неспокойным. Мне очень жаль, Ольга. Спасибо. Иногда мне хочется просто поговорить об этом. Конечно, я всегда готов слушать тебя. Я выросла в маленькой квартире в Санкт-Петербурге. Мама работала на 2 работах, папа часто уезжал. Это тяжело, когда родители всегда заняты. Я часто помогала маме с младшим братом. Иногда хотелось просто играть с друзьями во дворе. Детство должно быть веселым, а не тяжелым. Иногда кажется, что я многое пропустила. Но зато теперь ты крепкая и сильная женщина. Спасибо, Иван. Ты очень добрый сосед. Мне приятно поддержать тебя. У тебя было счастливое детство? Мое детство было простое. Мы жили в деревне. Не было много игрушек, но была большая семья. Я всегда мечтала о теплой большой семье. Мы часто собирались вместе за столом. Тебе повезло. Я бы хотела такие воспоминания. У каждого свои трудности. Главное не сдаваться. С тобой легче на сердце, Иван. Спасибо, Ольга. Всегда рад помочь. Может, чай попьем на ступеньках? Отличная идея. Я принесу чашки. Иван, мне нужно поговорить с тобой о маме. Конечно, Ольга. Что случилось? Мне сейчас очень трудно с ней общаться. Почему? Вы поссорились? Нет, мы не ссорились, просто мы говорим мало. Мама занята или она стала другой? Она часто усталая и много молчит. Я тоже это заметил. Ей тяжело на работе. Я хочу помочь, но не знаю, как начать разговор. Попробуй спросить ее, как прошел день. Я уже так делала, она отвечает коротко. Ты пробовала поговорить с ней о чем-то хорошем? О погоде, о фильмах, о детстве не помогает. Может, ей просто нужно отдохнуть и побыть одной? Я боюсь, что мы отдаляемся друг от друга. Может быть, это временно? Не волнуйся. Я скучаю по нашим разговорам и смеху дома. Я тоже. Дом стал какой-то тихий. А ты можешь поговорить с мамой? Я попробую. Может, она откроется мне. Спасибо, мне очень важно это. Конечно, мы семья, надо держаться вместе. Помнишь, как раньше мы все вместе ужинали? Да, это были теплые вечера. Я скучаю. Может, устроим семейный ужин на выходных? Отличная идея. Я помогу приготовить. Пусть мама почувствует заботу и внимание. Это важно для нее и для нас. Я постараюсь говорить с ней с любовью. Я тоже. Надеюсь, все станет как раньше. Спасибо, что выслушал меня, Иван. Всегда рад поддержать тебя, Оля. Сынок, как приятно вместе пить чай вечером. Да, мама, мне тоже нравится быть с тобой. Я часто думаю о том, как быстро идет время. Ты права, мама. Мне кажется, что я только вчера был ребенком. Мне уже 50 лет, а чувствую, как будто все только начинается. Ты всегда молодая в душе, мама. Спасибо, дорогой. Стареть иногда немного грустно. Почему грустно, мам? У тебя столько опыта и мудрости. Да, но иногда я думаю о прошлом и скучаю по молодости.
Я понимаю тебя, но у тебя есть новые радости сейчас. Это верно. Я люблю утренние прогулки и наш уютный дом. Ты хорошо выглядишь и всегда активна. Я стараюсь больше времени уделять себе и здоровью. Чаще гуляю в парке, пью чай с травами. Ты любишь ромашковый чай, да? Да, он всегда помогает мне расслабиться. А ты помнишь, как мы ходили в парк, когда мне было 10 лет? Конечно, мы кормили голубей у пруда в Твери. Такие моменты делают жизнь особенной. С возрастом, сынок, начинаешь ценить простое счастье. Я тоже этому учусь у тебя, мама. Важно радоваться каждому дню, несмотря на возраст. Ты для меня пример, как хорошо стареть. Спасибо, мне приятно это слышать. Быть мамой взрослого сына– это тоже новое счастье. Мне нравится обсуждать с тобой все как с другом. Возраст– это опыт, а не просто цифра. Мама, как ты думаешь, станет ли стареть проще? Главное– сохранить доброту в сердце и оптимизм. С тобой мне хочется быть лучше. Это и есть счастье– поддерживать друг друга. Спасибо, мама. Давай выпьем еще чаю. Давай, сынок, пусть каждый возраст будет радостным. Саша, помнишь, как мы гуляли здесь, когда были маленькие? Конечно, Аня, мы часто приходили в этот парк. Я всегда радовалась, когда мы кормили голубей здесь. А я боялся голубей, они летали слишком близко ко мне. Правда? Я думала, что тебе это тоже нравилось. Нет, мне больше нравились кораблики на пруду. Я помню, ты всегда делал бумажные кораблики. Да, а ты часто смеялась, когда они тонули. Да, прости, это было очень забавно для меня. Я чувствовала себя в парке очень свободно. А я немного скучал, мне хотелось играть дома. Я, наоборот, не любила сидеть дома за уроками. Мама всегда говорила, погуляйте часик на свежем воздухе. У нас были красивые осенние листья. Я их собирала. Я помню твой огромный букет из желтых листьев. А потом дома мы делали с ними аппликации. Я плохо клеил листья, а у тебя всегда получалось красиво. Мне нравилось делать поделки. Ты больше любил рисовать. Ну да, я рисовал деревья и наш парк. Ты до сих пор хорошо рисуешь. Покажи свои новые работы. Спасибо, я принесу альбом в следующий раз. Иногда мне кажется, что детство прошло слишком быстро. Согласен, хочется вернуться хоть на минутку. Этот парк не изменился, только мы стали взрослее. Но воспоминания остались такими же яркими. А помнишь, как мы катались здесь на велосипедах? О, да, я однажды упал и разбил колено. Я очень испугалась тогда, боялась за тебя. Но потом мы все равно катались дальше. Видишь, у нас даже одни и те же истории, но чувства разные. Наверное, это и есть семья. Одно место, много воспоминаний. Здравствуйте, это свободное такси? Здравствуйте. Да, конечно, проходите. Спасибо, могу сесть сзади. Конечно, пожалуйста. Я спешу на работу в центр. Желаете ехать через проспект Мира? Да, но там часто бывают пробки. Да, утром всегда много машин. Каждый день я вижу одну и ту же картину. В это время люди все едут на работу. Сколько времени обычно занимает путь? Около 40 минут, если есть пробки. А без пробок быстрее.
Без пробок минут 20, не больше. Жалко, что так много машин в городе. В Москве это обычная проблема. А вы много лет работаете таксистом. Да, уже 10 лет катаюсь по городу. Наверное, знаете все дороги. Почти все. Иногда бывают неожиданные заторы. Вы используете навигатор? Обязательно. Он иногда помогает найти объезд. Но все равно скорость низкая в это время. Да, утро – это всегда стресс для водителей. А вы любите свою работу? Да, я люблю общаться с разными людьми. Это, наверное, интересно. Конечно, каждый день новая история. Я бы так не смогла. Я не люблю пробки. Я привык. Главное – спокойствие и музыка. Какая у вас любимая музыка в дороге? Я люблю слушать радио с новостями. Спасибо, что выбрали короткий путь сегодня. Пожалуйста, надеюсь, пробок будет меньше. Иван, ты выглядишь задумчивым. Все в порядке? Да, мама, просто я не знаю, чем хочу заниматься. Ты давно об этом думаешь? Да, уже несколько недель. Мне сложно решить. Ты не хочешь работать по специальности? Я не уверен. Мне не нравится моя специальность. Может быть, тебе стоит попробовать что-то новое? Но я не знаю, что мне подойдет. Что тебе нравится делать в свободное время? Я люблю читать книги и гулять в парке. Может, тебе стоит стать библиотекарем? Наверное, но я не уверен, интересна ли мне эта работа. А как насчет работы на свежем воздухе? Это интересно, например, кем? Может быть, экскурсоводом по парку? Эта идея, я люблю рассказывать о природе. В Москве много парков. Можешь попробовать там. Да, мне нравится Москва, но конкуренция большая. Ты умный и добрый. У тебя получится. Главное, не бойся начинать новое. Спасибо, мама. Ты всегда меня поддерживаешь. Я всегда с тобой, сынок. Все получится. Но иногда мне страшно сделать ошибку. Ошибки – это опыт. Не бойся их. Ты права. Может, я попробую что-то разное. Да, главное – искать свое дело. Я думаю, сначала начну с маленьких шагов. Это хорошо. Не торопись, все придет. Спасибо, мама. Я хочу, чтобы ты была горда мной. Я уже горжусь тобой. Главное – будь счастлив. Я постараюсь слушать себя и не спешить. Я всегда рядом. Если что, спрашивай. Спасибо за добрые слова, мама. Обними меня, мой сын. Все будет хорошо. Здравствуйте, Алексей. Давно не видела вас здесь. Здравствуйте, Ирина. Да, я давно здесь не был. Смотрите, как изменился наш район. Да, я почти не узнаю эту улицу. Здесь раньше был старый парк, помните? Конечно, мы часто гуляли там с друзьями. Теперь вместо парка большой супермаркет. Я уже заметил. Так жаль, я любил этот парк. Рядом построили новое кафе. Там вкусный кофе. Правда? Я еще не пробовал. Часто ходите туда. Иногда захожу в выходные с подругой. Также появился новый автобусный маршрут. Да, и теперь до центра ехать быстрее. Это удобно. Раньше было только 2 остановки. Я вижу, что улицы стали чище и светлее. Да, теперь есть новые фонари и скамейки. Вечером здесь стало приятно гулять.
Но раньше было много красивых старых домов. Теперь на их месте новые многоэтажки. Мне немножко жаль старую архитектуру. Я тоже скучаю по тем старым домам. Но теперь больше магазинов и аптек. Это удобно для жителей района, конечно. Вы переехали сюда снова, Алексей? Нет, я просто пришел посмотреть на перемены. А где вы теперь живете? Я живу недалеко, на улице Ленина. Там тоже происходят перемены. Да, везде сейчас строят что-то новое. Время идет, все меняется, правда? Да, но у нашего района всегда особая атмосфера. Абсолютно согласна. Здесь всегда будет уютно. Аня, мне нужно с тобой поговорить. Да, папа, конечно. Что случилось? Знаешь, я часто думаю о прошлом. Мне жаль, что я мало был с тобой, когда ты была маленькой. Папа, не переживай. Я понимаю, ты много работал. Но мне хотелось бы провести с тобой больше времени. Спасибо, что ты об этом говоришь. Я тоже иногда об этом думаю. Ты помнишь, как я уезжал в Петербург по работе? Конечно, я всегда ждала тебя дома вечером. Я скучал по тебе, но думал, что работаю для семьи. Ты всегда приносил мне подарки из командировок. У меня до сих пор есть твоя открытка из Сочи. Мне приятно это слышать. Прости, что меня часто не было дома. Папа, я тебя не виню. Ты хороший отец. Ты всегда звонил и спрашивал, как у меня дела. Да, я старался быть рядом хоть как-то. Я горжусь тем, какой ты трудолюбивый. Спасибо, дорогая. Просто время так быстро прошло. Теперь ты взрослая, у тебя своя жизнь. Но мне приятно, что мы можем вот так поговорить. Это очень важно для меня. Давай сейчас проводить больше времени вместе. Можем смотреть фильмы, гулять в парке. С удовольствием. Мне этого иногда не хватает. Завтра у меня выходной. Пойдем пить чай вместе? Да, я испеку пирог, как в детстве. Очень люблю твой яблочный пирог. Спасибо, папа. А потом можем посмотреть старые фото. Отличная идея. Вспомним хорошие моменты. Я рада, что у нас есть такая семья. Я тоже, Аня. Спасибо, что ты у меня есть.